Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал «Коллекция рецептов». Курятина, пожалуй, самое распространенное в мире мясо. А используя различные маринады для курицы, можно существенно разнообразить блюда из мяса кур. Сегодня предлагаю вам 7 различных вариантов маринада на любой вкус. Есть классические, поострее и послаще. Кроме того, это отличная идея для заготовки полуфабрикатов, например, на неделю. Маринованное мясо можно сразу разложить в вакуумные или зип-пакеты, контейнеры, формы или рукава для запекания, а затем отправить их в заморозку или убрать на хранение в холодильник. Рецепт первый. Куриное филе в йогуртовом маринаде. Я заранее нарезала 600 граммов куриного филе на кусочки размером 3 на 3 сантиметра, чтобы в дальнейшем приготовить из него шашлычки. В миску отправляем 200 граммов йогурта без добавок. Если нет йогурта, замените на густой кефир, мацони или сметану. Туда же добавляем по пол чайной ложки соли и черного перца, 1 столовую ложку нарезанной зелени петрушки и 2-3 зубка чеснока измельченных любым способом. При желании можно добавить щепотку копченой паприки. Маринад хорошо смешиваем и добавляем нарезанное филе. Перемешиваем так, чтобы все кусочки оказались в маринаде, и маринуем не меньше 10-12 часов. Перекладываем филе в контейнер, у меня вакуумный, откачиваем воздух и убираем в холодильник, где оно может храниться до 5 дней без потери качества. Маринованное таким образом филе нанизываем на шпажки, при желании оборачиваем полосками бекона и запекаем в духовке или обжариваем на сковороде. А за счет использования йогурта у вас получится мясо с красивой корочкой. Рецепт второй. Голени в томатно-соевом маринаде. На канале уже есть видео, где я готовила крылышки в таком маринаде. А сегодня маринуем голени. У меня 1 килограмм. В миску вливаем 2 столовые ложки растительного масла, 3-4 столовые ложки соевого соуса, 100 граммов кетчупа, лучше острого, 2 чайные ложки лимонного сока, добавляем 2-3 измельченных зубка чеснока, 1,5 чайные ложки меда и пряности, по пол чайной ложки приправы для курицы и для шашлыка или гриля, плюс щепотка острого перца. Продукты для маринада смешиваем и погружаем в него голени хотя бы на 4 часа, чтобы мясо впитало в себя все вкусы и ароматы. В таком виде их можно переложить вместе с маринадом в вакуумный или зип-пакет и при необходимости убрать в морозилку сроком до 3 месяцев. Я сразу уложу в форму для запекания и пока отправлю в холодильник, а в ближайшие 2-3 дня запеку в духовке при температуре 180 градусов и подам на обед или ужин. Курица в этом маринаде получается очень мягкой, ароматной, с азиатскими нотками. При подаче не забудьте посыпать готовые голени рубленой зеленью кинзы. Рецепт третий. Ароматные голени в апельсиновом маринаде. У меня 1 килограмм голеней, хотя можно брать любую часть курицы. В миску вливаем 1 стакан апельсинового сока, можно использовать магазинный. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла, 1 чайную ложку бальзамического уксуса и 2 чайные ложки апельсинового джема или меда. Всыпаем 1 чайную ложку соли и по пол чайной ложки черного перца, мускатного ореха и молотого кориандра. Маринад смешиваем до растворения соли и меда и погружаем в него голени. Выкладываем курочку в такую емкость, чтобы она максимально была покрыта маринадом. Я переложу в вакуумный контейнер и уберу в холодильник. Маринуем птицу минимум 5-6 часов, а лучше сутки. Затем вместе с маринадом перекладываем в форму для запекания. По желанию вливаем туда 100 мл сливок и запекаем при температуре 200 градусов в течение часа. Видео с приготовлением этого рецепта тоже есть на канале. Ссылочку оставлю в подсказке и в описании. Курица, приготовленная по этому рецепту, получается настолько мягкой, что буквально тает во рту. Рецепт четвертый. Мякоть бедрышек без кожи и костей в итальянской заправке.
С куриных бедер я сняла кожу и вырезала кости. У меня в тарелке 1 килограмм уже подготовленной мякоти. Для маринада вливаем в чашу 3 столовые ложки оливкового масла, всыпаем 1 чайную ложку соли, по пол чайной ложки сухого базилика и орегано, добавляем 1 чайную ложку лимонного сока, 1-2 зубка чеснока и немного острого перца, у меня в масле. Туда же отправляем 1 столовую ложку белого винного или яблочного уксуса и 1 столовую ложку нарезанной зелени петрушки. Маринад перемешиваем и обмакиваем в нем куриное мясо. Перекладываем его в контейнер с крышкой и ставим в холодильник хотя бы на 3-4 часа, а лучше на сутки. Замаринованную мякоть бедрышек выкладываем на противень, сверху по кружочку консервированного ананаса и запекаем при температуре 180-200 градусов до готовности. А за 10 минут по желанию присыпаем сыром и как только он растает, подаем к столу. Рецепт 5. Куриное филе в горчично-соевом маринаде. Для этого рецепта я подготовила 600 граммов куриного филе, каждая из которого разрезала на 2 части, чтобы в дальнейшем пожарить на пергаменте или запечь в духовке или на решетке. В миску вливаем 4-5 столовых ложек соевого соуса, добавляем 1,5 чайные ложки дижонской или французской горчицы, 1,5 чайные ложки меда и размешиваем. Туда же всыпаем 1 столовую ложку нарезанной зелени петрушки и 2-3 измельченных зубка чеснока. Смешиваем и маринад готов. Окунаем филе в маринад. И перекладываем в емкость для хранения. У меня вакуумный контейнер. Обычно такое филе я обжариваю на пергаментной бумаге. Лист пергамента сворачиваем вдвое, на одну половину кладем филе, второй накрываем и на сухой сковороде без масла обжариваем по 3-4 минуты с каждой стороны. Еще его можно запечь в духовке, например, с ананасами или персиками, а также обжарить на решетке гриль вместе с овощами. Рецепт 6. Куриные бедрышки в сметано-чесночном маринаде. Для этого рецепта я взяла 4 куриных бедра общим весом 1 кг. Для маринада отправляем в чашу 200 граммов сметаны или по 100 граммов сметаны и майонеза. Добавляем по 1 чайной ложке соли, хмели-сунели, сладкой паприки и сушеного чеснока, а еще 1/3 чайной ложки черного перца. Туда же всыпаем столовую ложку резаной зелени и все хорошо перемешиваем. Обмазываем бедрышки маринадом. И сразу складываем в форму для запекания, которую отправлю в заморозку. Курицу в этом маринаде можно запекать непосредственно на противне, в форме, в рукаве, фольге, с различными овощами и картофелем при температуре 180 градусов в течение 50 минут. Кроме того, этот маринад отлично подходит для куриных шашлычков. Рецепт 7. Сочные куриные бедрышки с паприкой. У меня в тарелке 4 куриных бедра весом 1 кг. В чашу вливаем 2-3 столовые ложки растительного масла, всыпаем 2 полные чайные ложки сладкой паприки, 1 чайную ложку соли, пол чайной ложки черного молотого перца, добавляем 4 зубчика чеснока и 1,5 чайной ложки меда. Если у вас мед густой, добавьте еще пару ложек обычной воды. Смазываем этим маринадом курицу. И сразу перекладываем в рукав или форму для запекания. Отправляем в холодильник и даем промариноваться минимум 5-6 часов. Я уберу форму в морозильную камеру, а за сутки до приготовления переложу ее в холодильник для деликатной разморозки. Затем запеку в духовке под фольгой при температуре 200 градусов в течение 50 минут.
Ну что ж, друзья, это далеко не полный список отличных маринадов для куриного мяса. Напишите, какой из маринадов вам больше всего понравился, а кто будет готовить, обязательно оставьте отзывы. И еще, если вам интересна эта тема, дайте знать, и я постараюсь снять подобные видео с рецептами маринадов для различных видов мяса и рыбы. Рекомендую приготовить и попробовать. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал «Коллекция рецептов». С вами была Дина. До новых встреч!